Ну что, друзья, я рад всех приветствовать на очередной серии прохождения шикарного мода GTA Vice City Next Gen Edition. И сразу хочу сказать, что у меня сохранился лимузин, который я пытался сохранить в прошлой серии, вот таким образом. Давайте послушаем звонок. Здорово, Лео. Похоже, мы нашли покупателя на товар Диаса. Позвони ему, договорись о сделке, ладно? Ты сейчас где? С тобой все в порядке? Что-то телефон Ника, я всегда почему-то хочу назвать его Ника. Томми убрал, ну, собственно, ладно. Лео отошел, сказал я за главного. Иди нахер, мужик. В общем, ребят, приветствую всех. Еще расскажу на новой серии по прохождению. Это будет у нас вторая серия под номером 2. И сейчас я сразу хочу убрать, к сожалению, громкость музыки, потому что на предыдущую серию мне прилетел, ну как это правильно сказать, авторские права, вот. Но они ни на что не влияют, монетизации все равно у меня на канале нет, но все же как плашка это висит и мне она не нравится. Поэтому, к сожалению, мне придется убрать вот это шикарное радио. И чтобы проходить нормально для ютуба, представляете, я жертвую тем, что я не буду слышать эту великолепную музыку, озвучку по радио. Это очень печально, но, к сожалению, вот так. Итак, я подъехал уже тем временем к офису Кена Розенберга. Давайте посмотрим, что нам сейчас он сможет предложить. И вон, обратите внимание, вдалеке летит красивый самолет. В воздухе мы видим птиц, и это просто шикарно. Люди стоят на остановках, ездят такси. Вон идет человек с кофе. Просто шикарно. Господи, это ты! Мне теперь штаны нужны новые. Слушай, эти психи северные, они уже звонили и скоро будут здесь. И где хреновы деньги? Тихо ты, тихо. Всему свое время. А я-то думал, ты с этим разберешься. Надеялся прям. А теперь эти итальяшки требуют от нас услугу. То есть от меня требуют услуг. Ну, конечно, я об этом и говорил. Я похож на того, кто сможет запугать присяжных. Я ребенка запугать не могу, и поверь мне, я пробовал. Смотри, в общем, либо так, либо кузен Форелли Джорджо присядет на 5 лет. Этих парней надо вытаскивать! Понятно. Помочь присяжным передумать. Без проблем. Нет, 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 нет! Я пытался. В суде присяжных убедить не вышло, так что заставь их передумать. Прекрасно. Опять дерьмо разгребать. Где же я так нагрешил в прошлой жизни? Шикарно. Просто отлично. Итак, этот молоток вам пригодится. Тупой флоридский баран. Поезжайте, запугайте двух присяжных, но не убивайте их. Итак, сейчас мне нужно будет отправиться и запугать присяжных. А именно, собственно, разбить немного их машины. И я думаю, поеду я к правому, потому что он все же находится ближе всех. И это у нас Глиндейл. Ох, какая же это валкая подвеска. Насколько же это классно. Не устану я вот повторять, это абсолютно. Вон, я вижу уже одну из машин. Интересно, если я попробую ее немного таранить, это будет считаться? По идее, да. По идее, вроде как должно это считаться. Ну, давайте я сейчас попробую вон туда отъехать. Разогнаться. Ну, потому что молотком это все будет, конечно, очень долго. Ё-моё. Как я хорошо помял-то его, да? И прям вот так. И в стену. Достаточно интересно это или нет? Ну, как-то вообще будет реагировать этот персонаж? Так, подожди. Стоп, а я чё молоток? Из-за того, что у меня был нож, молоток не взялся. Представляете? Вот это небольшой такой косячок, да? Можно сказать, недоработка. Небольшая. Я лопнул шину, пробив окно. Ну ладно, бывает. А ножом-то у меня получится вообще это сделать? Слушайте. Что-то мне подсказывает, если честно, что нет. Давайте я попробую, наверное... Попробую все же таранить их. Может, так получится? Не уверен я, конечно, в этом, что это получится так сделать. Но все же лучше уж так, чем тем ножом. Неизвестно сколько таранить их. Слушайте, а если я подойду вот этого чувака, он же сказал не убивать, правильно? Ножом, допустим, вот так. Виновен и точка. Представляете? То есть, ну ясно, короче.
тут, походу, не работает так, как в оригинале, а может и работает, но нужно было больше времени потратить. В общем, достаточно было просто его немного ударить и, собственно, все. Ну ладно. Буду знать, по крайней мере, теперь. Ну и вы тоже, кто смотрит. Так, и теперь мне нужно приехать к еще одному присяжному и также, собственно, сделать. А может, как раз таки там и придется именно уже взаимодействовать с автомобилем. Посмотрим, в общем, сейчас. Напишите, кстати, если у вас получалось каким-то иным способом пройти эту миссию. Ну, например, стучали молотком, там, таранили и так далее. Засчитывалось это или нет. Еще знаете, какое наблюдение? Сейчас я заметил, что когда я сохранялся в прошлой серии, на конец серии, я нашел броню. Сейчас брони у меня нет. То есть, когда сохраняется игра, броня при этом не сохраняется. Как бы это странно не звучало. Вот. Вот такие моменты. Но я думаю, это все мелочи, конечно. И это просто мои замечания, но никак не придирки. А вот здесь, смотрите, конкретно разбейте машину присяжного. Понятно, то есть там, значит, можно было сделать ну, иначе, ну, соответственно, взаимодействовать конкретно с присяжным. А здесь нужно именно взаимодействовать уже с машиной его, чтобы он, соответственно, вышел, потому что вокруг я его нигде не наблюдаю. Так, ну, я вижу самый простой способ, это только таранить машину, потому что, ну, как бы молотком, которого у меня нет, я не могу это сделать. У меня только нож, а им, я думаю, это все будет очень долго. Надеюсь, что так это будет менее долго. Попробовать хотя стоит, может, ножом этим. Почему-то лопаются покрышки сразу. Я не понимаю, они лопаются действительно или это просто, как сказать, вон сдулось, да? Действительно лопаются. Интересный момент очень. Не баг, а фича, да, если можно так сказать. Попробую я, наверное, взять вот этот фургон, он потяжелее, дабы как следует разогнаться, чтобы, собственно, въехать в ту машину, а то я чувствую, это будет очень долго. Я, видите, еще не знаю, какой момент, то что придется ли мне при этом выходить из машины, чтобы, ну, воспроизвелась катсцена такая. Или же, допустим, я могу вот так таранить, и рано или поздно он все же выйдет. Интересный, конечно, момент. Какая тишина. Не знаю, сколько мне еще раз придется так таранить. Здесь еще и копы появились. Отлично. Надеюсь, я им не интересен. Все, супер. Отлично, анимация проигралась. Привет тебе от Джорджо. Итак, отлично, задание выполнено. Сохранение. Прекрасно. Поеду я на Фагио. Сейчас что-то был какой-то всплеск по текстурам, что-то пропадало. Надеюсь, это чисто временно. Что круто, можно ответить на звонок, едя на транспорте. Времени нет загорать. Ну, у тебя и деньжат моих нет, так что я вот думаю. Блин, я упал еще так. Чем ты там занят? Чем ты занят? По мне палят уже, у меня 2 звезды. Не очень как-то прикольно, да? Причем палят-то конкретно с дробовика. Короче, разговор с Сони там уже все, не до него. Видишь ли, приходится. Когда твоя главная проблема — это ненадежные люди. Не будь ненадежным. Ну-ка, здесь уникальный получится прыжок замутить. Облегчи нам обоим жизнь. Жду новостей. Че, еще и сальто у меня получится сделать, комбо такое. Вот это жирно, бонус за уникальный прыжок. Плюс 200. Да, определенно круто. Итак, я надеюсь, у меня получится сейчас скрыться. Еще кто-то позвонил, нифига. Езжайте к таксофону в Вашингтон-Бич. О, миссии будут телефонов также здесь. Я думаю, их тоже можно пройти. Соответственно, определенно, потому что там тоже классные задания. Так, давайте, я уже подъехал, посмотрим, что нам приготовил Кен Розенберг на этот раз. Эвери, ну конечно. О, Томми, как успехи? Не, это потом. Томми, это Эвери Керрингтон. Вы общались у Кортеса? Не успели. Салют. У Эвери тут предложение.
нас других дел нету? Жить нам на что-то надо? И вообще, чего ты на меня насел? Возможно, к выходным меня грохнут, но умирать нищим я не хочу, понимаешь? Так, выдохнули оба. Сынок, помоги мне, и все, кто тебе пакостил, очень скоро переедут на кладбище. Ладно, а с чем помочь? Фирма доставки не хочет продавать мне участок. Там их склад. Уперлись рогом, как буйвол. Вот и надо им дать хорошего пинка. Первым делом устрой бунт. Отвлеки охрану, шмыгни внутрь и прикрой их лавочку. Заедь к Рафаэлю, он подыщет спецовку. Сойдешь за их рабочего. Ура, пролетария. Ежели все выгорит, загляни потом ко мне в офис. В общем, Даже они о себе думают, скоты. Скот с дипломом, скот с ковром на башке. Два скота пара. согласен с тобой, Томми, полностью. Сейчас начинается ветка за Эвери. То есть, что это значит? Что скоро будет миссия с вертолетиком. И я уже на самом деле не понаслышке знаю, я почитал комментарии, и сколько людей бомбило в оригинале не Сан-Андреас, Vice City. Мол, это сложная миссия с вертолетиком, хотя она абсолютно легкая в оригинале Vice City. Но здесь, в этом моде, это действительно нечто интересное. И я думаю, даже у меня, как у профессионала по прохождению миссии с вертолетиком в оригинале, будут некие сложности. Потому что здесь, да, я уже почитал, что пуканы горят просто конкретно от этой миссии. Но, собственно, посмотрим, что из этого выйдет. Теперь я переоделся вот в такую крутую строительную форму и лечу на стройплощадку. Только единственное, что плохо, это у меня мало хп. И его я пока не знаю, как восполнить. Типа я не видел здесь каких-то лавок, торговцев там хот-догами, как это можно было, знаете, в 4 сделать. Аптечек тоже разбросанных я не видел, но ладно, думаю, сейчас справимся. И еще пока мимо этого места я еду, нужно обязательно заехать сюда, подняться и взять гранаты, потому что они мне очень пригодятся в дальнейшем. Сейчас поймете зачем. У меня уже было несколько. Точнее 5. Пусть будет 10. Это прям вообще отлично будет. Потому что дальше, как раз таки, там же нужно будет фургоны еще подорвать. А чем это сделать? У меня оружия как такового-то нет. Поэтому гранаты мне очень сильно в этом помогут. Вот это здание потом предстоит с вертолетом маленьким мне посетить. Так, я, наверное, знаете, сразу в толпу залечу. Блин, мне не нужно было, наверное, спрыгивать. Так, давайте. Блин. Только вот этого не хватало, чтобы мне еще тут хп снесли. Все, отлично. Так, я не знаю, не помню, они будут стрелять, вот эти чоповцы, так называемые. А, вот это только будет, понятно. Сейчас надо сразу его снести. Так, ладно, все, я это понял. Можно по бочкам стрелять, спасибо за подсказку. Все, отлично, у меня есть теперь пушка. Все, сразу просто стреляем. Ну, а здесь кидаем грену и все, и не паримся. Спидран такой получается небольшой, потому что та бочка далеко. В теории ее можно было бы, я думаю, докатить как бы. Но зачем мне это делать, если можно, собственно, пройти и вот так. Так, смотрите, у меня получается. Я уже заговариваюсь. Давайте отвечу на звонок, послушаем. О, вас беспокоит Кортес. Вы были у меня на вечеринке. Да, помню. Мистер Версетти, ваша сделка обернулась крайне независным образом. Действительно. Я лишь желал сообщить, что мы с подчиненными работаем в поте лица и непременно обо всем разберемся. Если захотите поговорить более доверительно, заезжайте ко мне на яхту, хорошо? Ну, всего доброго, сеньор. И в очередной раз я скажу, насколько же все-таки красиво выглядит именно такой ночной Vice City в этом моде. Прям очень шикарно. Так, давайте посмотрим первую миссию за Эвери, пройдем. Давай, приземляйся на шкуру, сынок. Эх, папка меня учил. Если даром налили, то пей. Вот и пил одну дрянь.
Не желаешь кентуккийского виски? Нет, спасибо. Трезвый ум, одобряю. Ну, значит, риэлторство — это не только юридическое заум. Это земля. Ну, ее отжим, конечно. Сечешь, сынок? Вполне. Ну вот, есть один гад с хорошей земелькой. Упрямый, но ведь ты умеешь убедить. Это вообще мой профиль. Ага, он сейчас в частном гольф-клубе за городом. У него есть охрана, но пугачи свои они сдают на входе. Пойди, подвыбей из него дерьма. Вот членский билет. И будь добр, перемени наряд. Новый день, новый друг. Раньше у меня дружков с париками не было. Итак, теперь мне предстоит отправиться сейчас опять в очередной раз переодеться. Это прям сплошные какие-то переодевания. То в одну одежду, то в другую. Мне нужно переодеться для посещения гольф-клуба, чтобы там, собственно, сделать то, что вы и так уже все знаете. Я не помню, здесь где-то вроде как что-то есть спрятанное, какое-то оружие, нет? Есть, да, или нет? Почему-то мне казалось, что должно быть. К сожалению, нет. Потому что мне бы очень там пригодилась снайперская винтовка. Но читерить я не хочу. Я хочу вот максимально как есть пройти без использования чит-кодов. Ну ладно, у меня есть гранаты и есть пистолет. Я надеюсь, мне этого хотя бы немного хватит. Я не видел, что-то там было, короче, какое-то оружие, но, скорее всего, не особо интересное в моем случае. Поэтому давайте обойдусь без него. Блин, насколько круто. Вот 10-й раз буду говорить за эту серию или в 100-й, мне все равно. Ну, просто выглядит потрясно. Это я? Ничего так жопа, крошка. Да, ничего, так согласен. Только не понимаю, про чью он говорил. Надеюсь, не про Томми. Ладно, неважно, погнали. Теперь отправляйся в гольф-клуб. Клуб Leaf Links. Давайте посмотрим. И знаете, какой тут момент? Конечно же, они сделали Revolution Team то же самое, что и в оригинале. То есть, если я пройду через эту рамку, я вам даже сейчас покажу. Я вот думал, как они это реализуют. Но небольшой спойлер сделаю. Я знаю, как они это реализовали. Сейчас вам покажу. Потому что в оригинале, когда мы проходили через вот эту рамку, соответственно, у нас забиралось все оружие. И теперь оно хранится вот здесь, в такой корзинке. То есть это не просто какие-то пикапы здесь, это именно такая корзинка. Ну, насколько... И вот так легко, кстати, можно обойти. Насколько они вот заморочились и вот сделали такую мелочь, классно. Деталь вот очень мне нравится, вот подобные моменты. То есть они даже это смогли реализовать. И это классно. Ну, я надеюсь, вы знали, что можно вот так сделать, чтобы с вами осталось ваше оружие. Если же вы не знали, то вот, посмотря это видео, теперь вам стало это известно. Тем временем я уже практически у цели. И здесь ходит коп. И это мне не очень нравится. Давайте я как-нибудь аккуратненько попробую подъехать. Стану вот так. Отлично. Вот люблю четверку за это, что я могу подъехать. 500 баксов получил сходу просто. Это было довольно-таки легко, даже с учетом того, что... Чувак упал, кстати, вот. С учетом того, что у меня был просто пистолет. И это классно. Теперь давайте я вернусь. И кто у меня там есть? У меня есть Кортес. И миссия с телефоном. И знаете, по времени я смогу успеть эти две миссии пройти, но есть один момент. Если я буду проходить, собственно, еще и пробовать вертолет, то я чувствую, что это займет очень много времени. Поэтому давайте мы сделаем так. Сейчас я прохожу Кортеса и миссию за таксофон, чтобы в дальнейшем уже следующую миссию я чувствую, просто вот у меня есть предчувствие, что она будет довольно-таки такой эмоциональной, и у меня будет подгорать от нее. И поэтому я оставлю ее на следующую серию, чтобы сразу мы начали прохождение с конкретного экшена и моих эмоций. Надеюсь, хороших, положительных. Потому что хотел бы я все-таки ее пройти с первого, там, второго раза. Ну, я не знаю, на самом деле, какое еще будет управление у этого вертолетика. Поэтому это очень интересно. И сейчас я еду на миссию за Кортеза. А потом уже к телефону.
Пусть лучше, я думаю, будет именно так. Потому что если же сделать по-другому, то эта серия затянется на довольно-таки длительный срок. Потому что я не знаю, сколько. Вот сейчас видели, да, что было? Так, ну ладно. Я, кстати, забыл даже, что я еду на гольф-тачке вообще по городу. Потому что если, в общем, сейчас проходить вертолет, короче, надолго это все затянется, я не хочу так. Не хотел бы, по крайней мере. За Кортеза, кстати, я не помню сейчас, что за миссия у нас будет. Потому что... Да, честно, не могу вспомнить. И еще, знаете, что мы сделаем? Сегодня будет... Все-таки, так как мы ту миссию не пройдем... Блин, я не хотел этого сделать. Короче, сейчас я прохожу миссию за Кортеза, прохожу телефонную миссию, и мы с вами проверим очень интересный момент. Все же знают, все помнят эти кучи мемов, что Томми Версетти у нас не умеет плавать. И сейчас мы должны, собственно, выяснить в этом моде, умеет он или же нет. Потому что еще я этого не делал. Конечно, я... О, вот это классно. Не буду ничего говорить. Свои мысли насчет этого, умеет он или нет, мы это узнаем. Сейчас, когда я пройду миссии под конец прохождения. Хорошо, что удалось найти хилку. Значит, они все же... Кстати, а там открыты ворота? Да, открыты, что в оригинале можно совершить уникальный прыжок. И вон там лежит оружие, нужно брать. Нужно все брать, чтобы не пропускать, потому что оружие пригодится. Так вот, хорошо, что я нашел аптечку. Значит, они здесь есть, разбросаны. И это очень хорошо. Итак, смотрим, что у нас здесь. Мистер Версетти, Полковник? спасибо, что пришли. Прошу к столу. Омаров. Нет, спасибо. К моему стыду, одной из причин нашей общей проблемы оказался мой бывший человек и его язык. Годами я прощал Гонсалеса, но такая халатность — это уж слишком. Вполне честно дать вам его убить. Засады его? Мне важны только деньги. Я вас щедро вознагражу, а затем мы найдем ваши деньги вместе. Он у себя в пентхаусе и наверняка подвыпил. Держите. В общем, прикончите Гонзалеса здесь очень коротко и ясно. И вероломная свинья называлась вроде миссия в оригинале, насколько я помню. И вот момент с бензопилой, да, казалось бы, как его реализовали в GTA 4, ведь в GTA 4 не было бензопилы. И не имея исходного кода, это сделать, ну, я даже не знаю как, эту механику. Давайте посмотрим. И тут слышно, да? Смотрите, мы слышим типа пули, да, видим. Ну вот это костыль, но я не говорю, что это плохо, потому что, по сути, по-другому, типа, сделать, ну, невозможно было. То есть это же полноценный вид оружия, который был там в той же Vice City, San Andreas, но которого не было в других играх. Ну, в четверке, по крайней мере. Поэтому реализовать это как-то правильно, я думаю, просто у них не было возможности такой. И они, собственно, сделали так, как смогли. Ну, пришли к какому-то компромиссу, что не вырезать ее полностью, потому что по сюжету все-таки она нужна. Вот в данной миссии, по крайней мере. Ну, это, в принципе, такая часть Vice City, бензопила, потому что, ну, много с ней моментов каких-то связано. И поэтому они сделали вот так, что тоже хорошо, потому что, по крайней мере, она хотя бы тут и есть. Так, и я уже, кстати, почти добрался до этого места Гонзалеса, где он находится. То есть это рядом с клубом Малибу. И здесь сейчас, не знаю, будет это легендарная фраза, я бы на месте, кстати, разработчиков, точнее, озвучки Games Voice, сделал бы отсылку на эту культовую мемную фразу, которая была в переводе от Фаргуса, когда Томми заходит, и Гонзалес типа говорит, у него нож. Ну, понятно, что мы с бензопилой. Короче, мемная фраза. Смотрим, что будет здесь, я не знаю. Давайте берем пилу-пулемет. Сейчас я тебе пасть-то заткну. У него пила! У него пила, блин. Жирокомбинат. Жирокомбинат. Было бы очень прикольно, если бы все-таки не добавили у него нож. Это прям было бы очень...
Нет, ну так я его, типа, не могу убить, только вплотную. Вплотную, да, получается? Подожди. Ну да, вплотную. То есть по-другому я не могу его убить. Ну ладно. И здесь могу выйти. Так, вас разыскивает полиция, отправляйтесь в Пейнспрей, Вайс Пойнт. Ну, короче, поняли, да, что именно если... Здесь, кстати, есть полицейский маркер какой, нет? Сколько я помню, он был здесь. Короче, получается, что как бы сдалека ты его не можешь убить пилой, потому что, ну, как бы они рассчитывали, что это как пила. Но, тем не менее, вблизи-то все равно какие-то летят типа пули. Но ладно, пусть так. Я к этому не придираюсь, это, ну, абсолютно нормально, если другой возможности у них не было. Задание выполнено, 250 баксов. Так. У нас еще один появился Кортес. И давайте я выставлю. Это же 4. Тут же мы можем делать вот так. Ставить метки. И, собственно, к ним будет вести GPS. И это очень круто. Так, и давайте мы сейчас пройдем таксофон. Не знаю, телефон, кто как его называет. И посмотрим, умеет ли у нас Томми Версетти плавать в данном моде. Что из хорошего я хотел сказать, что здесь, так как это 4, реализована хорошо система розыска. То есть ты спокойно можешь скрыться. Как нельзя было сделать в той же там GTA 3, Vice City, San Andreas, что тебе нужно было обязательно перекраска. Ну, то есть если у тебя 1 звезда, насколько я помню, можно скрыться. Если же у тебя там 2 звезды, 3 звезды и выше, соответственно, нельзя. GPS что-то только, правда, вообще не туда куда-то строит. Лучше я его вообще уберу, потому что что-то толку никакого абсолютно. Куда-то меня через пляж хочет вести. Блин, как красиво все-таки. Очень красиво на самом деле, прям Vice City преобразился. При Revolution Team. Когда этим занимались всем Grove Street Games, то там, конечно, такой красоты не было. Сам-то город, декорации-то, может, были неплохие, но все остальное это было печально. Так, ну давайте посмотрим, что нам предлагают в миссии телефона. Мистер Тиль, вы оказали нам неоценимую услугу, устранив этих чужаков. У меня для вас новое задание практического характера. Подробности в конверте, приклеенном под телефоном. Так, ну, Карл Пирсон, доставщик пиццы, убейте его, пока он не развез все заказы. И вот у нас справа показывается количество заказов. Иконка пиццы выглядит довольно-таки классно, очень аккуратно, красиво. Стиль Vice City мне нравится. И круглая иконка такая появилась на радаре. О, здесь же я могу стрелять. Слушайте, этот чувак очень быстро доставляет пиццу. Это же 4, я же могу стрелять с автомобиля. Насколько круто просто вот все эти фишки, собственно, более продвинутой части влияют на геймплей. То есть ты просто можешь спокойно, тебе ничего не нужно делать. Ты можешь, ну, во-первых, можно вот так. Все. То есть 500 баксов вот так легко я получил. Насколько, точнее, легко это было, даже сложно описать. Ну а теперь давайте сделаем следующее. Давайте послушаем звонок сначала. Езжайте к таксофону Vice Point. Угу. Нужно будет езжать к следующему таксофону. Что-то погода немного испортилась. Давайте проверим следующий момент. Как я и обещал, к концу серии, давайте сюда приеду. Мы попробуем поплавать немного. Посмотрим, умеет ли Томми Версетти в данной модификации плавать. А в следующей уже миссии мы начнем с вами с вертолетика, который все любят. Не так ли? Сейчас я сюда к мосту подъеду и попробую... Да прям на ходу даже попробую. Даже не буду с машины вылазить. Прям вот так. Ну и... Так, ну здоровье остается. И да, конечно же, друзья, Томми Версетти у нас умеет плавать. И это... Блин, это настолько... Я не могу как-то это видеть. Я типа играю в Vice City, и я могу плавать
Странные немного ощущения, как будто что-то не так, но в то же время и все вроде нормально. Ну-ка, что будет, если переплыть на другой остров? Получится ли? Будут ли какие-то звезды, может? Или что-то еще? Давайте посмотрим. Ну, погода, кстати, смотрите, прям довольно-таки сильно так поменялась. Прям стало так довольно-таки пасмурно. Что в Vice City в оригинале, насколько я помню, даже я не помню, чтобы так было. Интересно. Давайте посмотрим, осталось чуть-чуть совсем. И я буду уже, получается, на следующем острове. Может попробовать яхту вот эту отобрать? Смогу ли я ее отобрать? Да, не смогу, скорее всего, потому что она довольно-таки далеко уплыла. Такое чувство, знаете, у меня, что будет дождь. Погода такая какая-то. Вот-вот как будто пойдет. Только, знаете, я не знаю. Друзья, я поймал первый вылет. Просто все. Игра вылетела. Первый вылет в этой игре. Ладно, что ж, давайте на этом мы завершим с вами эту серию. Мы узнали с вами самое главное, что Томми Версетти умеет плавать. И уже в следующей миссии я начну миссию, точнее в следующей серии я начну прохождение с миссии за Эвери. И тот самый легендарный вертолетик мы с вами пройдем. Спасибо всем за просмотр. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Увидимся в следующей серии.